Всем большой привет и добро пожаловать на мой канал. В этом видео я покажу, как вязать сапожки, связанные они на размер 11 сантиметров. Вязать я буду из пряжи Gazal Baby Cotton XL. Это полухлопок в 50 граммах 105 метров. Рекомендуется вязать крючком 3-4 миллиметра. Я буду вязать крючком 3,5 миллиметра. Состав 50% акрил, 50% хлопок. Для вязания сапожка одного нам понадобится 2 подошвы. Одна у меня уже готова, осталось связать еще одну. Вязать я буду вот таким крючком двойным. На одной стороне у меня написано 6/0, на другой 7/0. Я буду вязать 6/0. Это 3,5 миллиметра. Через косую черту пишется японский размер крючков. И давайте приступим. Набираем цепочку из 17 воздушных петель. Делаем начальную петельку. И набираем петли воздушные. Хочу сказать, что ниточка это немножко расслаивается, поэтому чуть-чуть может быть неудобно вязать. Набрали 17 воздушных петель и начинаем вязать со второй петельки. Одну пропускаем, со второй начинаем вязать 8 столбиков без накида. Все свои подошвы для пинеток я вяжу по одному и тому же принципу. Просто изменяю количество воздушных петель. Как рассчитать, сколько воздушных петель нужно набрать для какого-то там определенного размера, у меня есть видео, можете посмотреть. Дальше вяжем один полустолбик с накидом, делаем накид и вяжем все 3 петли вместе. Дальше 7 столбиков с накидом. В последнюю петельку, куда будем провязывать 7 столбик с накидом, мы будем делать прибавление. И у нас осталась одна петелька. В эту петельку будем вязать 7 столбиков с накидом. И последний столбик с накидом, 7. Дальше в каждую петельку вяжем 6 столбиков с накидом. Не пропускайте петельки. Ниточку эту я прячу по ходу вязания.
Дальше вяжем один полустолбик с накидом, делаем накид, провязываем 3 петли вместе. Дальше вяжем 8 столбиков без накида. Восьмую петельку последнюю, куда мы будем провязывать 8 столбик без накида, мы будем делать также прибавление. У нас осталась последняя петелечка. В эту петельку делаем 4 столбика без накида. 1, 2, 3 и 4. Дальше делаем 2 соединительные петли. В первую петелечку соединительную петлю делаем. Не все схватила. Итак, протягиваем соединительная петля и в следующую петельку соединительную петлю. Первый ряд готов. Дальше набираем 3 воздушные петли и вяжем 13 столбиков с накидом до прибавления. Давайте 13 столбиков без накида мы провяжем самостоятельно. Встретимся вот здесь. Дальше мы будем делать прибавление. Так как мы в одну петельку вязали 7 столбиков с накидом, будем делать прибавление 7 раз. Делаем накид и в одну петельку вяжем 2 столбика с накидом, 1 и 2. Второй столбик с накидом в одну петельку. В следующую петельку тоже 2 столбика с накидом. И так у нас должно получиться 7 прибавлений. Дальше в одну петельку 2 столбика с накидом, 1 и 2. В следующую петельку делаем прибавление. Итак, 7 прибавлений я сделала. Дальше мы будем вязать 14 столбиков с накидом до следующего прибавления. Столбиков с накидом я провязала. Дальше будем делать прибавление. Здесь у нас должно получиться 5 прибавлений. Также в одну петельку вяжем 2 столбика с накидом. В следующую петельку 2 столбика с накидом. Следующую 2 столбика с накидом. И так 5 раз у нас должно получиться. Прибавление сделали. Дальше делаем соединительную петельку в третью воздушную петлю. Второй ряд готов.
Третий ряд мы будем вязать полностью столбиками без накида. Для этого набираем 2 воздушные петли. Дальше вяжем 14 столбиков без накида до прибавления. Давайте провяжем самостоятельно. 14 столбиков без накида я провязала. Дальше будем делать прибавление. В одну петельку мы вяжем 2 столбика без накида. В следующую петельку 1 столбик без накида. Дальше снова в одну петельку 2 столбика без накида. Дальше в следующую 1 столбик без накида. И так чередуем через одну петельку. И так у нас получится 7 прибавлений. Прибавление сделали. Дальше вяжем 15 столбиков без накида до следующего прибавления. Пятнадцать столбиков без накида провязала. Дальше будем делать прибавление так же, как и с другой стороны. В одну петельку вяжем 2 столбика без накида. В следующую 1 столбик без накида. Дальше снова 2 столбика. Дальше 1. И так у нас получится 5 прибавлений. Делаем соединительную петельку во вторую воздушную петлю. Итак, подошва у нас готова. Ниточку отрезать не надо. Сейчас мы будем соединять 2 подошвы вместе. В одной подошве я ниточку отрезала и спрятала вовнутрь, в изнаночную сторону. А в центр буду делать подкладку из фетра. Заранее вырезала. И заметьте, что у меня подкладочка немножко меньше, чем сама подошва. Итак, давайте будем соединять. 2 подошвы прикладываем изнаночной стороной друг к другу. Вот таким образом. Сейчас нам нужно протянуть ниточку, которую мы не отрезали, в другую подошву. Будем протягивать в том месте, где у нас заканчивается прибавление. Находим последнее прибавление, где мы делали 2 столбика без накида в одну петельку. Нашли. И в следующую петелечку мы протягиваем нить. Вот таким образом. Так у нас подошва будет ровненькая. Дальше мы будем соединять 2 подошвы соединительными столбиками. Через каждую петелечку от одной и другой подошвы продеваем крючок, зацепляем ниточку, протягиваем через петельку. Вот так. Дальше снова.
таким образом мы соединяем две подошвы вместе. Через каждую петелечку. Не пропускаем ни одной петельки. Провязываем так где-то половину. Потом мы будем вставлять подкладочку из фетра. Но если вы не будете делать подкладку, то вяжите так до конца ряда. Итак, вот столько я провязала, оставила место, чтобы вставить фетр. Вставляем. Все равняем, чтобы не было никаких складочек, ничего, чтобы было у нас ровненько. И продолжаем дальше связывать две подошвы вместе. Я довязала, полностью все соединила. Подошва у нас получается такая плотная, теплая, что самое главное. Итак, дальше ниточку мы будем прятать вот таким образом. Где у нас косичка идет, это будет лицевая сторона. Поэтому ниточку прячем с изнаночной стороны. Отрезаем. Подошва готова, осталось связать нам каблучок. Для того, чтобы связать каблучок, нам нужно сделать кольцо амигуруми вот таким образом. Делаем петелечку и набираем в колечко это 5 столбиков без накида. Кто не умеет делать такое кольцо, можно набрать 2 воздушные петли, одну петельку пропустить и во вторую, ну, она как бы последняя петелька, делать 5 столбиков без накида. Дальше разворачиваем вязание, можно ниточку затянуть, можно не затягивать. В самую первую петельку вяжем 1 столбик без накида, дальше 2 воздушные петли. Дальше в эту же петельку вяжем 1 столбик с накидом. Получается в одной петельке как бы 2 столбика с накидом. Делаем прибавление. Дальше в следующую петельку вяжем 2 столбика с накидом. 1 и 2. В следующую петельку тоже делаем прибавление 2 столбика с накидом. И так в каждую петелечку. Так у нас должно получиться 5 прибавлений, то есть 10 столбиков с накидом.
Последнее прибавление. Сделали. Ниточку можно затянуть. Разворачиваем и начинаем делать тоже прибавление. В одну петельку вяжем 2 столбика без накида. В следующую петельку 1 столбик без накида. Дальше в следующую 2 столбика без накида. В следующую 1 столбик без накида. Дальше снова 2 столбика без накида. И так чередуем. Здесь также у нас должно получиться 5 прибавлений. 2 столбика без накида. И не забывайте в конце провязывать еще 1 столбик без накида в следующую петельку. Провязали. Провязали. Вот эту вот ниточку можно хорошо затянуть, чтобы не было дырочки здесь. Дальше делаем одну воздушную петлю и вяжем столбики без накида. У нас должно получиться 10 столбиков без накида в этом ряду. Это как бы продолжение пяточки. Пять столбиков без накида до серединки, где мы ниточку затянули, и 5 столбиков без накида после. Я думаю, понимаете, о чем я. Так, и с этой стороны тоже должно получиться 5 столбиков без накида, и всего у нас должно получиться 10 столбиков без накида. Здесь очень туго связано, поэтому неудобно немножко. И последний 10 столбик без накида. Очень неудобно здесь вязать. Так, провязали этот ряд. Дальше нам нужно провязать еще 2 ряда столбиками без накида, по 10 столбиков без накида в каждом ряду. С первой петелечки начинаем вязать. Так, провязала 10 столбиков без накида и вяжем еще один ряд. Довязали. Дальше каблучок наш нужно будет обвязать соединительными столбиками, так же как мы привязывали 2 подошвы вместе. Так у нас каблучок будет более таким выразительным.
И вяжем так полностью до конца ряда. Я обвязала каблучок, ниточку спрятала с изнаночной стороны. И теперь нам нужно пришить его к подошве. Когда будете пришивать, захватывайте петельки с внутренней стороны каблучка и подошвы, так шов не будет виден. Я взяла обычную иголку, серую ниточку в цвет подошвы. Ну, в принципе, можно взять любого другого цвета, все равно нить не будет видна. И давайте самостоятельно пришьем за вот эти вот петельки с изнаночной стороны. Каблучок я пришила, все ниточки спрятала вовнутрь, и вот такая вот красивая подошва у нас получилась. Смотрите, как красиво смотрится обвязка на каблучке. И давайте приступим вязать основание пинетки. Для основания пинетки я взяла ниточки сиреневого цвета. Это точно такая же пряжа. И буду начинать вязание с середины пятки. Вязать этот ряд мы будем за одну стеночку петельки. Протягиваем ниточку, делаем 2 воздушные петли, и полностью этот ряд мы будем вязать столбиками без накида за одну петелечку, стеночку петельки. Так, столбик без накида. И так дальше ниточку прячу по ходу вязания, которая у нас осталась, за одну стеночку петельки. Вяжем столбики без накида. Если может кому-то непонятно, за какую стеночку, вот петелька полностью подошвы, и мы будем вязать за одну только стеночку. И вяжем так до конца ряда. Первый ряд основания я провязала, сделала соединительную петлю во вторую воздушную петельку. Второй ряд мы будем вязать также столбиками без накида, но в конце ряда мы будем делать убавление. В третьем ряду мы убавление делать не будем, а в четвертом ряду мы будем убавление делать в начале ряда, чтобы вот эта вот линия у нас была ровная. Итак, давайте приступим к вязанию второго ряда. Набираем 2 воздушные петли и вяжем столбики без накида. И так провязываем, не довязывая до конца, 2 петельки. Я довязала, оставила непровязанными 2 петли, и сейчас я буду делать убавление за передние стеночки 2 петелек. Приподнимаем передние стеночки 2, протягиваем через них ниточку и делаем столбик. Убавление сделали, делаем соединительную петлю во вторую воздушную петельку. Второй ряд у нас готов. Делаем 2 воздушные петли
И дальше нам нужно считать петельки для того, чтобы делать убавление на носочки. Итак, нам нужно найти середину на носке. И от серединки отсчитать 12 петелек в одну и в другую сторону. Ну, можно, в принципе, отсчитать в одну сторону, поставить маркер. В другую сторону можно, в принципе, не отсчитывать. Оно и так будет еще понятно, где заканчивать вязание. Так, протягиваем маркер. Это у меня просто обычная ниточка, как всегда. Теперь мы будем вязать столбики без накида, не довязывая одну петельку до маркера. Итак, вяжем. Итак, я провязала, оставила одну петельку до маркера. В эту петельку мы будем вязать один полустолбик с накидом. Все 3 петельки вместе. Дальше мы будем делать убавление столбиками с накидом. Сейчас я покажу, как это делается. Делаем накид. Вяжем как бы столбик с накидом, но не довязывая его, протягиваем через 2 петельки. 2 петельки остается. Еще раз накид. Другую уже петельку протягиваем ниточку, протягиваем через 2 петельки и протягиваем через оставшиеся 3. Получается у нас 2 столбика с накидом с одной вершинкой. Как-то так. Маркер наш ставим обратно. И будем таким образом делать дальше убавление. У нас должно получиться 12 убавлений. Через вторую протягиваем через 2 петельки, протягиваем через оставшиеся 3 петельки. Опять делаем накид, протягиваем через 2 петельки, 2 петельки остается, опять накид, протягиваем через 2 петельки и дальше через 3 петельки. И опять также убавление делаем. Получается, что у нас на носочке было 24 петелечки. Сейчас мы сделаем убавление, и у нас останется 12 петелек. 12 убавлений я сделала. Дальше делаем один полустолбик с накидом. И вяжем столбики без накида до конца ряда. До конца ряда я провязала, сделала соединительную петлю. Дальше в этом ряду мы будем делать убавление в начале ряда. Делаем 2 воздушные петли. И сразу будем делать убавление. Приподнимаем одну стеночку петельки, еще одну стеночку другой петельки, протягиваем через них ниточку и вяжем столбик. Убавление сделали. Дальше до конца ряда мы будем вязать столбиками без накида, без убавлений. И давайте провяжем самостоятельно. Не забывайте, когда будете провязывать, поставить маркер обратно в петелечку. До конца ряда я провязала, сделала соединительную петлю. Дальше в этом ряду мы будем делать убавление на носочки. Вяжем столбики без накида, не довязывая до маркера одной петельки. Набираем 2 воздушные петельки и вяжем.
Итак, я отвязала, оставила еще одну петельку не провязанной. Делаем полустолбик с накидом в эту петельку. Провязываем 3 петли вместе. Дальше будем убавление делать так же, как и делали столбиками с накидом. Достаем маркер, в принципе он уже нам не нужен. Делаем накид, провязываем как бы столбик с накидом, но не довязываем. Еще раз накид, вяжем 2 петельки и оставшиеся 3. Одно убавление сделали. И дальше также не довязываем, делаем накид, провязываем 2 петельки и оставшиеся 3. Итак, все убавление сделали. Дальше мы вяжем 1 полустолбик с накидом, протягиваем через 3 петельки и до конца ряда вяжем столбики без накида. Итак, я провязала. Дальше делаем 2 воздушные петли и вяжем этот ряд полностью столбиками без накида, без убавлений. До конца ряда я провязала, и можно уже ниточку отрезать. Делаем петелечку и отрезаем нить. Дальше нам нужно обвязать вот это вот место, где соединяется основание пинетки и подошва. Я буду обвязывать белыми ниточками. Делаем петельку. И протягиваем ее в центре пяточки. И будем делать соединительные столбики. Вот таким образом. Вяжем так до конца ряда. Итак, я обвязала, ниточку спрятала с изнаночной стороны. Далее я потом их вообще полностью. Дальше нам нужно будет связать язычок для пинетки. Для этого находим серединку и от серединки отсчитываем 4 петельки. Раз, два, три, 4. Сюда протягиваем нить такого же цвета, как и сама пинетка. Набираем 2 воздушные петли и вяжем 7 столбиков без накида. Ниточку прячем по ходу вязания. Всего у нас должно получиться как бы 8 столбиков без накида, так как 2 воздушные петли считаются за 1 столбик без накида.
Довязали. Всего нам нужно для язычка провязать 10 рядов по 8 столбиков без накида. Разворачиваем вязание, вяжем второй ряд. В каждую петельку вяжем столбик без накида. Довязали. И давайте еще 8 рядов провяжем самостоятельно. И всего у нас должно получиться 10 рядов. Итак, я провязала. У меня получилось 10 рядов. Ниточку отрезала. Все ниточки потом я спрячу, естественно. Вот такой язычок у нас получился. Дальше мы будем вязать вот эту часть. Для этого берем эту же ниточку и в самую первую петельку от язычка протягиваем нить. Протягиваем. Вяжем 3 воздушные петли. И этот ряд мы будем вязать полустолбиками с накидом. Делаем накид и вяжем полустолбик. Все 3 петельки вместе. Ниточку также прячем по ходу вязания. Делаем накид и вяжем полустолбики. И вяжем так до середины пятки. На пятке будем делать убавление. Довязала я до середины пятки. Сейчас будем делать убавление. Делаем накид. Подхватываем одну стеночку одной петельки и одну стеночку другой петельки. Провязываем вместе 2 петелечки. И потом вместе провязываем еще 3 оставшиеся петелечки. Так, убавление сделали. Дальше до язычка вяжем полустолбики с накидом. Давайте провяжем самостоятельно. Итак, я довязала до последней петелечки. Дальше разворачиваем вязание и вяжем столбики без накида в каждую петельку. И так вяжем до конца ряда. Не забывайте здесь еще провязывать столбик без накида в 3-ю воздушную петлю. Довязала я до конца, развернула вязание и дальше набираем 3 воздушные петли и вяжем опять
полустолбики с накидом. И в середине пятки мы будем снова делать убавление. Вяжем до середины пятки. Я довязала, сейчас мы будем делать убавление. Делаем накид, подхватываем одну стеночку одной петельки и одну стеночку другой петельки. Протягиваем через 2 петельки ниточку и протягиваем через остальные 3 петельки. Дальше вяжем до конца ряда полустолбики с накидом. Итак, я довязала до конца ряда. Дальше мы будем вязать снова столбики без накида в каждую петелечку до конца этого ряда. До конца ряда я провязала. Дальше будем вязать последний ряд с полустолбиками с накидом. Набираем 3 воздушные петли и вяжем полустолбики с накидом. Вы знаете, я только сейчас подумала, что можно вот в начале, когда вяжем полустолбики с накидом, вязать не 3 воздушные петли, а 2. Тогда край будет более такой четкий. На серединке делаем убавление и вяжем до конца ряда. До конца ряда я провязала, делаем петельку, так я сделала уже, и отрезаем нить. Все эти ниточки, естественно, спрячутся потом. И пинетка у нас практически готова. Осталось связать отворот на сапожке. Итак, будем вязать отворот серыми ниточками, таким же цветом, как вязали и подошву. Вязать отворот мы будем не за всю петельку, а только за дальнюю стенку петли, за одну стеночку дальнюю. Так, для того, чтобы начать вязать, нам нужно отступить 2 петельки, петелечку вот эту и вот эту, и с третьей начинать вязать за дальнюю стенку. Не довязываем мы также 2 петельки, вот 2 петли, вяжем до вот этой петельки. Эту петельку мы также провязываем, последнюю, и начинаем вязать с 3 петельки, протягиваем нить. Вяжем 2 воздушные петли и вяжем столбики без накида. Ниточку серую прячем по ходу вязания. Вяжем за одну дальнюю стенку петли. И вяжем так полностью ряд.
Довязала я до конца ряда, оставила 2 петельки недовязанными. Теперь разворачиваем вязание и вяжем еще 3 ряда столбиками без накида. И всего у нас должно получиться 4 ряда. Вяжем в каждую петельку столбики без накида. Итак, я провязала. Вот такой отворот у меня получился. Всего у меня здесь 4 ряда. Ниточки все сейчас спрячу. Еще осталось связать сюда шнурок. Как вязать шнурок у меня есть видео на канале. Но сюда я буду вязать обычный шнурочек из воздушных петель. И давайте все свяжем самостоятельно, шнурочек, спрячем все ниточки, и я вам покажу, какой ботиночек у меня получится. Вот такие ботиночки у меня получились. Мне безумно нравится эта моделька, а вяжутся они на одном дыхании. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, чтобы не потерять его, и подписывайтесь на канал. А я в свою очередь буду делать для вас еще много интересных мастер-классов. Всем желаю творческих успехов. Пока!